В этом видео вы узнаете о том, как повзрослеть психологически. Наша психика условно состоит из частей. Разные методы психологии делят ее на разные части, точнее, обычно одни и те же части просто называют разными терминами. Я предлагаю вам в рамках этого видео посмотреть на нашу с вами психику под фокусом следующих частей. У нас есть у всех условно внутренний такой снеговичок. Представьте, что маленькая верхняя часть – это внутренний ребенок. Следующая средняя часть – это родитель, внутренний родитель. Мы сами себе родители. И большой шарик основания – это взрослый. Повзрослеть психологически – это всего лишь научиться в сложных ситуациях, в сложных именно для вас, где вас штормит, вы выходите из себя, вы неустойчивы эмоционально, научиться переключаться в состояние взрослого. Каждый из вас имеет эту взрослую часть, просто мы не всегда умеем в нужное время ее использовать. Например, у вас конфликт на работе, вы ругаетесь с начальником. В конфликтных ситуациях чаще всего люди проваливаются в своего ребенка, и тогда им сложно отстоять свои границы, они начинают слушаться, отчитываться, оправдываться, как ребенок себя ведут, или проваливаются в родителя, а внутренний родитель тоже делится на два вида, один из них критикующий. Это когда в детском возрасте был опыт родителя, который много критиковал и мало поддерживал, и поэтому у человека формируется образ внутреннего родителя по принципу критикующего. И когда вам, казалось бы, нужно как родитель самого себя защищать в жизни, например, на почте вы хотите отправить посылку, а что-то не получается, и вам нужно отстоять свое право сделать эту процедуру. И вы, по идее, должны бы войти в состояние родителя. Но ваш родитель может быть критикующим. И тогда вы будете отстаивать это право, чересчур. Так, что контакт будет не ладиться. И вот на работе, когда проблема с шефом, например, с начальством, вместо того, чтобы войти во взрослого, а наша взрослая часть умеет решать все верно и эффективно, вместо того, чтобы войти в полезного, здорового взрослого, в взрослого, который умеет заботиться, вы, может быть, попадаете в критикующего взрослого и начинаете спорить, ругаться с начальником, забывая субординацию, забывая роли, забывая просто сказать ему спокойно аргументы, начинаете защищаться слишком. Поэтому повзрослеть – это всего лишь научиться в сложных для вас ситуациях вовремя переключаться из ребенка или из родителя в состояние взрослого. Или в других ситуациях, где нужен именно родитель внутренний, переключаться из ребенка в нужного вам родителя, в полезного родителя. Это психологическое взросление происходит в рамках психотерапии. Вы ходите, например, на приемы к психологу, приносите туда каждый свой сложный случай, разбираете вместе с ним, и в бережной, уютной, заботливой обстановке, где психолог заботится о вас, дает вам зону комфорта и безопасности, именно там и происходит этот процесс взросления. Почему именно там? Потому что даже экспериментами доказано, что дети, например, хорошо, эффективно взрослеют именно в обстановке располагающей. В стрессовой обстановке, где невозможно быть самим собой, где на тебя давят, где тебя осуждают, взрослеть сложно. Поэтому, чтобы получить психологическое взросление, вам нужно просто оказаться в соответствующей профессиональной, благоприятной обстановке. Поэтому приходите на психотерапию, где и происходит, собственно, психологическое взросление. В этом видео я рассказала вам про психологическое взросление, как оно происходит и как можно психологически повзрослеть. Если вам это видео полезно, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк, чтобы видео могло распространиться и другие люди тоже увидели его. Если есть вопросы, смело пишите их внизу в комментариях, я открыта для ваших вопросов, с удовольствием на них отвечаю. Подписывайтесь на канал и приходите в гости. До встречи, пока!